Всем привет! Это я, Наталья, и вы на канале «Счастлива в деревне». Это моя белка, это моя елка, украшенная гирляндами, заметьте. Пахнет просто изумительно, так же, как и в детстве, когда нам папа и мама приносили елки с елочных базаров. Эти ветки я сорвала с елей многовековых, которые у меня находятся на участке. Белочка, почему нам захотелось поговорить? Ты не знаешь? О чем я хочу рассказать в этом разговорном видео. Значит, в конце каждого года все люди подводят итоги, и мне тоже как бы захотелось подвести итоги прожитого года, рассказать вам о том, что я пережила за этот год, поделиться своими какими-то впечатлениями, эмоциями. Все люди, которые подписаны на мой канал, знают меня как человека, который купил дом в деревне, переехал туда на постоянное место жительства. Но не все, наверное, знают меня как личность. В моих видео вы видите только часть моей жизни, какие-то кусочки, эпизоды из этой жизни, и выносите какие-то суждения, но мне бы хотелось, чтобы вы узнали меня поближе, узнали меня как личность, поэтому мне хочется проявляться, в том числе и в разговорных видео. Так вот, в этом видео я подведу итоги этого года, расскажу вам немного о себе, и, возможно, так вы узнаете меня получше. Ну, конечно, я буду показывать некоторые кадры, которые я успела снять за это время, вперемешку с разговорным текстом, так что вы, я надеюсь, не заскучаете. Поэтому устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чайку и давайте с вами немного поболтаем по душам. Начну с того, что расскажу, как начался мой 2023 год. Сейчас вспоминаю январь месяц. Было очень много переживаний по поводу продажи моей доли квартиры. Я сейчас вспоминаю это. И я на тот момент еще даже не знала, что все-таки все сложится благополучно. И также я переживала по поводу того, что, возможно, сделка о продаже моей доли квартиры не состоится. И у меня было очень такое депрессивное настроение, если честно. Я сейчас вспоминаю этот январь. Он был для меня просто очень тяжелым. Но, к счастью, в феврале месяце, сделка по продаже моей доли квартиры, она все-таки состоялась. И там у меня настроение, как вы понимаете, взлетело вверх. Тогда я еще точно не знала, что именно буду покупать, потому что я еще стояла перед выбором, покупать ли мне квартиру или все-таки дом. Наверное, сейчас меня смотрят люди, которые планируют что-то когда-то купить, но у них сейчас нет возможности приобрести свое жилье. Так вот, я хочу сказать, на тот момент, когда состоялась сделка по продаже моей доли квартиры в феврале месяце, я, честно говоря, пожалела о том, что не начала искать себе жилье задолго до этого события. Мне все время казалось, что это как-то нереально. Поскольку у меня денег на руках нет, я не могу себе ничего купить, почему мне нужно что-то искать, да? Наверное, такая логика у всех людей, но на тот момент, когда я поняла, что вот сейчас я могу купить, и что вот у меня деньги на руках, я очень сильно пожалела, что я не искала до этого. Почему? Потому что чем больше вы смотрите объектов, чем больше вы изучаете информации о жилищных каких-то условиях, о объектах недвижимости, узнаете много о рынке недвижимости, когда осматриваете объекты недвижимости. То есть вы получаете массу полезной информации, пока ищете даже тогда, когда у вас нет денег на руках, понимаете? Ваша цель становится как бы все более реалистичной в том плане, что не произойдет какое-то волшебство, да, и вдруг на вас свалится какая-то сумма денег необходимая, а в том плане, что в вашей психике, в вашем подсознании формируется уже четкий конкретный образ того, что вы хотите, пока вы смотрите из предложенного. Причем, знаете, на рынке недвижимости постоянно идет какое-то движение, идет смена цен на недвижимость. Например, на один и тот же дом или на одну и ту же квартиру цена может меняться в течение полугода или года. То есть пока она лежит у вас в закладках, вы можете видеть, как либо цена растет на этот объект, либо как она падает. И, конечно же, появляются в продаже новые объекты недвижимости. Какие-то пропадают, какие-то новые появляются. То есть постоянная какая-то движуха. Плюс, когда вы ездите на осмотр недвижимости, вы получаете информации гораздо больше, чем написано в объявлении. Всем доброго утра. Иду смотреть, что у меня там с солью и с печеньками. Вот на ночь я оставляла. Там их
Хочу посмотреть, что произошло с моим угощением для косуль и кабанов, возможно. Хочу посмотреть. Так, я уже вот издалека вижу. Слушайте, но и здесь я вижу только птичьи следы. На текущий момент здесь только птичьи следы. Кто переживал, что не достанут косули этот солончак, вы посмотрите, насколько он высоко от земли. И сетки рабицы здесь нет. Ну, печенье, конечно, погрызено. Но погрызено, скорее всего, или мышами, или птицами. Но это не крупное животное. Надо на какое-то дерево повесить. Уйти за границу участка и повесить. Но это я сделаю попозже тогда. Пускай пока здесь повисит. Протестирую я здесь. Попробую сейчас печеньку кинуть подальше. Куда-нибудь вон туда. Вот так вот. Вот я набросала печенье за забор. И может быть они за ним придут. Ну, посмотрим, пускай пока висит. Ну, если попытки будут безуспешными, вот повисит он еще, ну, не знаю, 2 или 3 ночи, может быть, повисит. Если никаких следов больше не будет, я, скорее всего, отнесу его куда-нибудь за границу участка, повешу на дерево. Ну, так, чтобы было видно со стороны участка, где он висит, и буду там отслеживать изменения. Так вот, в феврале, конечно же, я воспряла духом. И тогда уже начались более активные поиски недвижимости. Стала более активно ездить на объекты, смотреть, изучать, что и как. Чем больше я осматривала, тем больше я понимала, чего же я хочу на самом деле и насколько это реально. Активные поиски у меня, получается, начались с февраля, да, а ноябрь, декабрь 22 года, январь 23 года были такие вяло текущие поиски в плане полистать Авито, добавить в закладки что-то, попереписываться с владельцами недвижимости и так далее. Но в январе месяце я, по-моему, уже 2 объекта съездила, посмотрела. Да, это было очень интересно. Я посмотрела квартиру в области, помню, в январе, по-моему, съездила, и дом в области. Очень далеко от города был этот дом. На электричке, по-моему, часа 4 езды, если мне не изменяет память, в одну сторону, и 4 обратно. Весь день, получается, вышел у меня на то, чтобы посмотреть дом очень далеко. Это было в северной части Нижегородской области. На тот момент я даже не задумывалась о том, что расстояние от города – это тоже очень важно. Так вот, получается, с февраля месяца, когда уже состоялась сделка по продаже моей доли недвижимости, я уже начала активные поиски. И это, знаете, было как какая-то лихорадка. Это, знаете, была такая сильная суета, было очень сильное напряжение в психике, что нужно скорее что-то найти, купить немедленно, сейчас, вот здесь, сейчас. И знаете, это не самое лучшее состояние для приобретения недвижимости, если честно. В такой суете нельзя выбирать. Нужно спокойно, размеренно. Даже тогда, когда вы не уверены, что вы что-то купите, нужно все равно мониторить, смотреть и выбирать. Тогда, по крайней мере, вы приценитесь, присмотритесь, приглядитесь, узнаете много интересной, полезной информации. Уже действительно, когда вы будете готовы к покупке, у вас не будет вот такой вот суеты, которая все только портит, если честно. Когда очень сильно переживаешь, то можно натворить ошибок. Но, слава богу, я человек такой вдумчивый, я дала себе время на поиски. Несмотря на то, что меня очень сильно прессовала родня, в плане того, что мне постоянно задавались вопросы, чуть ли не 2-3 раза в день. «Ну что, ты что-то нашла? Ну как, ты ездила на осмотр?» И вот эти вопросы, они просто меня выматывали. Мне хотелось успокоиться, остановиться. В какой-то момент даже у меня был нервный срыв в плане того, что я просто сказала родственникам, что отстаньте от меня. Не знаю, куплю я что-то или не куплю, мне ничего не нравится. Возможно, просто я положу деньги на накопительный счет, и они будут там у меня лежать до лучших времен.
Да, даже в какой-то момент я пришла к такому состоянию, что я действительно уже ничего не хочу смотреть, ничего не хочу выбирать, мне ничего не нравится, потому что я пересмотрела очень много всего, и везде были какие-то вещи, которые меня просто банально не устраивали. Ребята, кажется, кто-то моим угощением воспользовался. Смотрите, печеньки съедены. Не все, но большая часть съеденных. Вот, смотрите, сколько их осталось. Вы помните, сколько их было, да? И растащено. Вон там кусок печеньки лежит. Вон там он лежит, смотрите. Вот здесь немножко осталось. И вон там. Значит, кто-то кушал его. Значит, кто-то кушал. И вот туда я за забор кинула, и за забором я не вижу. Я сейчас сниму этот солончак отсюда и повешу в другое место. Выйду за территорию участка и повешу там где-нибудь подальше. Я так понимаю, что собачки здесь полакомились. Причем тут следы такие, видите, даже кошачьи, по-моему, есть. Маленькие такие следочки. Но в любом случае, конечно же, нужно фотоловушку. Конечно же, в любом случае. Печенье я здесь так и оставлю. Пускай кормится. А соль повешу в другое место. Сейчас покажу, где. Слушайте, вот хочу показать за границей моего участка. Прям возле моего забора. Вот забор стоит. И вот здесь, смотрите, какой след. Явно это след парнокопытного. Это не собачий след. Видите, копытца как будто уходит в сугроб. Вот, видите, это копыта. Это копыта. 100%. 100% копыта. И я хочу сказать, здесь достаточно глубокий сугроб. Значит, это была косуля. И вот давайте проследим, куда она идет. Туда, в кусты куда-то. Тут еще один след, смотрите, от птички, наверное. Красивый такой. Ну, в общем, я здесь вижу Васины следы. Вот Вася у меня часто делает обход территории. Я его лапы уже узнаю. У него очень крупные такие мощные лапы кошачьи. Ну, а вот это вот 100%. И вот она куда-то туда идет. Сейчас мы проследим. Я несу солончак, вот, чтобы повесить туда, куда вот оно идет. Если бы это был кабан, к примеру, да, он бы брюхом бы задевал этот сугроб, было бы это видно. И потом у кабанов они следы не настолько далеко от друг друга стоящие, они более далеко идут друг от друга, видите, как будто животное такое, которое переступает, ну, широкий шаг у него, короче. Ну вот, в общем, здесь рядом следы. Вот там вон они. Вон идут. И, в общем, вот здесь я повесила на эту елку солонец. Вот. Под огромную ель. Ну что ж, посмотрим, кто здесь будет ходить. Ну что ж, продолжу свой рассказ об уходящем годе. В какой-то момент я пришла к состоянию, что я больше ничего не хочу выбирать, смотреть. Мне уже просто тошно. Я не нахожу ничего идеального, того, чего бы я хотела на самом деле. Ни по цене, ни по параметрам, которые я вижу. В какой-то момент я просто дала себе время отдохнуть и ничего не искать, не суетиться, никуда не бежать. Просто я приняла ту ситуацию, что, возможно, так ничего не выберу и ничего не куплю. Потому что на тот момент я уже решила, 100% для себя решила, что я буду покупать дом. Потому что из квартир, которые я смотрела, и цен на недвижимость в нашей Нижегородской области, у меня выбор был небольшой, и плюс там были огромные платежи за ипотеку, по моим расчетам. Меня это очень удручало. Мне было очень грустно от всей этой ситуации, если честно. И в какой-то момент я просто перестала искать.
Просто я дала себе время отдохнуть. Я просто сказала всем своим родственникам: "Перестаньте задавать мне эти дурацкие вопросы. Я сама не знаю, когда и что я куплю, и не буду вам ничего рассказывать. Расскажу только тогда, когда куплю. Ну, не куплю и не куплю, будут лежать у меня деньги на счету, на накопительном, и всё". Получается, это февраль я активно ищу, езжу, март я активно ищу, езжу, апрель месяц тоже я ищу и езжу. Да, получается, январь, февраль, март, апрель. Вот все эти месяцы я искала и просто выгорела. Я очень много пересмотрела домов, и, по-моему, 3 квартиры я смотрела в области. Да, где-то в середине апреля, по-моему, я решила, что все, я больше ничего не хочу искать, мне ничего не нужно. У меня было такое состояние апатии полной. И где-то проходит 2 недели, уже конец апреля, как сейчас помню. Я открываю "Авито" совершенно случайно, даже, по-моему, не то, что там поискать какой-то дом или квартиру, а просто что-то другое там на "Авито" смотрела. И мне на глаза просто совершенно случайно попадается одно объявление о продаже дома. Меня мой глаз зацепила фотография русской печи, а, в этом объявлении. И я такая смотрю и думаю: "Вот, как здорово! Здесь, значит, и санузел есть, русская печь есть. Внутри вроде дом так, неплохо выглядит. Наверно, нужно съездить на осмотр". А другая часть меня говорит: "Ну все, хватит уже, я больше ничего не хочу смотреть, я больше не хочу ехать туда, что-то искать, больше не хочу". Вот эта часть у меня просто сопротивлялась, кричала. Я прям в тот момент себя буквально заставила съездить и посмотреть этот объект. Я списалась с хозяйкой этого дома на "Авито", и мы договорились, что дом мне покажут ее родители. Для того, чтобы посмотреть этот дом, мне нужно было проехать на автобусе до места назначения 2 часа. Пока я ехала, это уже была весна, да, конец апреля. Пока я ехала в автобусе, я любовалась пейзажами в южной части нашей области Нижегородской. И у меня уже тогда, внутри что-то загорелся какой-то маленький огонечек, и я смотрела, и вот эти холмы, перепады высот, и уже у меня тогда внутри загорелся какой-то огонечек, желание какое-то появилось. Исчезла апатия. На месте меня встретили достаточно доброжелательные люди в возрасте, уже пенсионеры, родители хозяйки этого дома. Мы с ними очень приятно, мило, душевно пообщались. Они мне показали дом, я все осмотрела. Я лазила на чердак, я лазила в подвал, я все изучила, осмотрела все, что только можно было. Но, знаете, больше всего меня изумил сад. По-моему, первым делом мы пошли смотреть сад. Потом я уже смотрела дом, да. А сад располагается за домом как раз. И когда я вошла в сад, у меня, знаете, была такая реакция. И я вот с такими широко раскрытыми глазами ходила по этому саду и так: "Вау, вау!" Мама хозяйки этого дома, она, ходила и рассказывала, ам, об этом саде, что его вырастил учитель биологии, что он занимался селекционированием яблонь, что он прививал их. Вот. Вид этого сада и рассказ о том, кто его вырастил, меня уже подкупил на 50%, если честно. Хотя я дома еще и не видела, на минуточку. Так вот, когда я зашла, посмотрела дом, меня по основным моментам он полностью устроил, хотя я видела, что есть какие-то недоделки, но на это я закрыла глаза, потому что для меня это было не критичным, какие-то такие моменты. Значит, это был конец апреля, это уже, по-моему, 30 апреля было, да. И на следующий день я уже звоню хозяйке дома и говорю: "Давайте будем оформлять сделку. Я покупаю у вас этот дом". На тот момент я думала, что ну вот сейчас мы, ну, максимум месяц будем собирать все необходимые документы, и уже где-то в июне месяце я уже буду владелицей этого прекрасного места, этого прекрасного дома. Но не тут-то было. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Оказалось, что у продавца этого дома были
большие трудности с документами. Собственником была не только хозяйка дома, но и также в доле собственности был несовершеннолетний ребенок. Вот этот момент очень застопорил весь процесс покупки дома. Нужны обязательно были документы определенные, которые хозяйка дома не могла никак получить. И вот мы уже практически собрали все документы, это был уже конец мая, по-моему, да. И в июне месяце я узнаю от нее, что она никак не может получить необходимый ей документ. Один важный, я не буду сейчас рассказывать подробности. И она мне сообщает, что я, наверное, не смогу вам продать этот дом, поскольку вот я не могу вот этот документ получить. И тут я понимаю, что все мои надежды на вот эту покупку, все мои какие-то чаяния, все мое терпение, все мои поиски, это все просто в трубу вылетает. В тот момент мне просто хотелось расплакаться, потому что это было очень тяжело. Я даже не могла ни с кем поделиться, поскольку я никому не говорила, что я выбираю дом, потому что я предвосхищала то, что меня обязательно и родственники, и друзья все будут отговаривать от того решения, чтобы купить дом в деревне. Поэтому я очень тихо этим занималась, незаметно. Но когда случилось вот это событие, у меня даже не было возможности с кем-то поделиться вот этой неприятностью, да. Это было очень тяжело для меня. Я наедине сама с собой переживала вот эти сильные эмоции. Тем более, что от этого зависела моя судьба, да, где я буду жить, как я буду жить дальше, будет ли у меня собственное жилье или не будет, или я также на съемных квартирах буду жить, или мне придется встревать в какую-то огромную ипотеку. В общем, я очень сильно переживала и переживала одна, получается, да. В тот момент я очень сильно жалела, что нет такого человека рядом со мной, который бы меня поддержал во всем, во всех моих сумасшедших идеях, который бы сказал: "Ну, не переживай, все образуется, что-нибудь придумаем". Такого человека на тот момент рядом со мной не было. И это было очень тяжело. Поэтому цените тех людей, которые рядом с вами, несмотря ни на что, которые готовы вас поддержать во всем. Те люди, которые вас как-то критикуют, осуждают в чем то от чего-то отговаривают, даже если это ваши близкие родственники, это, конечно же, очень тяжело. Поэтому ищите людей, которые действительно вас поддерживают во всем, которые вас понимают, которые, несмотря ни на что, короче, всегда за вас и с вами. Это очень важный момент, особенно в таких жизненных ситуациях, да, это очень важный момент. Когда случилось это событие, хозяйка дома сказала, что я не могу вам продать дом по причине того, что я не могу получить важный документ. Я просто, конечно, я поплакала, я мысленно уже рассталась с этой идеей купить этот дом, я уже отпустила все на все 4 стороны. Я решила просто оставить деньги от продажи доли недвижимости на своем накопительном счету и их не трогать. Я решила просто жить, как я жила раньше, вот на этой съемной квартире, не думая ни о чем, не думая, что у меня будет в будущем и так далее. Но это было очень тяжелое состояние, если честно, даже несмотря на то, что я психологически мысленно все отпустила. И прошло 2 недели после этого моего странного состояния, где я все отпускаю. Вдруг раздается звонок, звонит мне хозяйка этого дома и говорит, что я вышла из ситуации немножко другим способом. Я нашла возможность, продать вам этот дом, не получая этот документ. В общем, она, по-моему, проконсультировалась с юристом по поводу этого документа, и в итоге они вместе нашли выход, как выйти на сделку купли-продажи. В тот момент я не то чтобы обрадовалась, я как-то, знаете, так скептически уже была настроена. Я думаю: "Ну так, хорошо, сейчас они скажут, что все у нас вроде получается, мы выходим на сделку". А потом раз — и случится опять какая-нибудь история, которая все застопорит, и опять все отменится. И я уже, знаете, так ровно ко всему относилась на тот момент. У меня не было вспышки какой-то радости, то, что у меня все таки появилась возможность купить этот дом.
Я уже так спокойно себя ровно держала эмоционально. Я не хотела впадать в какую-то излишнюю радость, чтобы потом мне было излишне больно. Настолько сильно я уже накаталась на этих эмоциональных качелях, что мне не хотелось больше их. Ну, в общем, в итоге все-таки сделка купли-продажи состоялась, но состоялась она не в начале лета, как я планировала, а в начале июля месяца, да, это уже второй месяц лета. И когда все вот это произошло, конечно же, я уже начала решать вопросы переезда. Мой переезд длился практически 2 месяца, да. Поскольку я работаю 5 дней в неделю и 2 дня у меня всего лишь выходных, суббота, воскресенье, я решила для себя так, что я буду сначала по выходным просто ездить как на дачу сюда, м, как-то более-менее что-то обустраивать и готовить этот дом к переезду. И где-то уже в середине июля, да, получается, я приехала на выходные в этот дом впервые, просто осмотреть его, переночевать и заодно установить интернет. Самое важное для меня, ну, чтобы я уже могла работать даже в этом доме, чтобы мне не нужно было ездить только по выходным, туда-сюда мотаться между городом и деревней, да. Мне важно было установить интернет, чтобы у меня была возможность уже работать здесь и как-то более-менее обустраиваться здесь. Первую ночь я переночевала на надувном матрасе здесь. Вы видели, я снимала. Было жутковато, потому что не было еще здесь моих кошек, ничего не было обустроено. Я вообще находилась в незнакомом мне помещении среди какой-то старой мебели. Было страшновато. Я забыла рассказать момент, что после того, как состоялась сделка, через день где-то я сообщила своей маме, что я все-таки купила дом в деревне, поставила ее перед фактом и пригласила посмотреть мой дом. Но она, конечно, меня поздравила, и мы с племянником, с мамой, с ее подругой все вместе сюда приехали посмотреть дом, забрать ключи у хозяйки дома. Как раз это был момент, когда шли сильные ливни, не переставая просто. Я не знаю, что с погодой тогда было. В общем, мы осматривали участок под зонтами, и обратно в город мы ехали где-то 4 часа вместо 2 обычных, поскольку был очень сильный ливень, были пробки. В общем, вернусь к июлю месяцу, да, это уже середина июля, когда впервые сюда приехала, просто осмотреть и поставить интернет. И, конечно же, в выходные я уже договорилась с мастерами, которые мне установили антенну на конек дома, поставили роутер, сделали Wi-Fi. И я уже привезла какие-то теплые вещи сюда. Конечно же, это было только на выходные, и в будни я обратно уехала в город, поскольку у меня там были кошки, за ними нужен был присмотр, нужно было их кормить, поить, убирать за ними. И там в городе у меня была львиная доля вещей, которые мне еще предстояло перевезти. И получается, я так вот наездами по выходным стала ездить сюда и привозить все необходимые мне вещи вручную, да, то, что я могла с собой увезти, я сюда привозила в сумках, в рюкзаках, вот. Но самыми главными вещами, в кавычках, для меня были, конечно же, мои кошки. Мне нужно было сюда привезти кошек, чтобы уже так часто не ездить в город, потому что им требовался уход. И также мне хотелось привезти сюда велосипед. На тот момент я созвонилась со своим другом, который недавно купил автодом и собирался уезжать путешествовать по России. Он предложил мне помочь перевезти кошек и велосипед. И я обрадовалась, конечно, я согласилась. И часть каких-то вещей моих, кошек и велосипед мы привезли сюда. Он мне здесь помог более-менее как-то решить вопрос с техникой, помог установить стиральную машину, помог разобраться с отопительной системой, как все работает, как в бане все работает, он мне показал. В общем, огромная благодарность тебе, Андрей, за это, если ты смотришь это видео. Вот. И через неделю он уехал в свое путешествие по России на своем автодоме. Но это были не все вещи, которые я сюда хотела перевезти. Там еще в городе у меня оставалась мебель и львиная доля одежды, посуды, книг. Для всего этого я уже заказывала перевозчика наемного, да, который
который занимается грузоперевозками. И это уже, знаете, по-моему, была середина августа, да. То есть, получается, я была вот такими вот наездами. Параллельно я работала, да, за ноутбуком и параллельно пыталась что-то здесь делать, вызывала здесь всех необходимых специалистов, там трубочисты, электрика, сантехника, которые здесь мне все делали и помогали там что-то как-то обустроить. Плюс я еще по выходным пыталась ездить в магазины строительные вот в местном районном центре. Покупала там, мне кажется, я скупила все там магазины для сада и огорода. Я купила аккумуляторную электропилу, триммер, что еще там, этот, как его, бж-бж, как называется этот инструмент? Я забыла. Шуруповерт, шуруповерт. Я купила тачку. Кстати, мне ее помог электрик довести до дома, да. В общем, находились люди, которые мне помогали перевозить вещи. Где-то я кого-то нанимала, где-то мне кто-то помогал просто. Все это длилось ни много ни мало целых 2 месяца. Июль, август. И я здесь практически занималась только обустройством дома, переездом, перевозом мебели, там, ну и так далее. Вот этой всей истории. Заниматься участком у меня получалось только эпизодично. Где-то что-то я успевала выкашивать, то есть я вставала рано утром до того, как начинался рабочий день, и успевала часик покосить. А, Какую-то часть участка все-таки успела выкосить, но к концу августа, на минуточку, эта трава опять вымахала. За 2 недели она опять вернулась в свой первозданный вид. В общем, для меня это была новость, то, что трава все-таки растет, когда ты ее косишь. Ну, также я в августе заказала машину дров, которую мне привезли, которую мы за 1 день с мамой, с племянником перетаскали эти дрова ко мне во двор, о чем я потом очень сильно пожалела, потому что эти дрова приходилось таскать в дом по высокой лестнице, а это очень-очень тяжело. Вот так вот и прошло лето. Периодически еле успевала там что-то собирать, какие-то ягоды, там черную смородину, крыжовник пыталась успевать собирать, и яблоки. И так вот все быстро-быстро как-то пролетело, потому что свободное время у меня было только по выходным, суббота, воскресенье. И то, если я, например, рано утром косила, то вечером мне уже не хотелось ничего делать после работы, потому что я была очень сильно уставшая. Либо если я вечером что-то после работы делала, то мне на утро было очень тяжело встать пораньше и что-то сделать, потому что я была уставшая уже с вечера. То есть вот такими перебежками, какими-то мелкими урывками мне что-то вот приходилось делать одной. И так вот прошло лето, получается. Я даже не успела, но я успела где-то что-то в единичном случае сделать разовым. Да, и еще я копала картошку, вот что я вспомнила. Предыдущие хозяева посадили огромный усад картошки и пару грядок чеснока. Это все я выкапывала, обрабатывала, очищала от сорняков. Где-то мне помогали мама с племянником, пару раз они приезжали ко мне, помогали копать картошку. Ну, в общем, так прошло лето красное. Очень быстро, оно просто вот так вот вжух, и его не стало. Пришел сентябрь, пришли дожди. Дожди, по-моему, в конце сентября у нас начались, или даже нет, в октябре, по-моему, начались уже дожди. Я заказала еще одну машину дров, и вот эту машину я уже таскала сама, мне никто не помогал. И я ее решила перетаскать в дом, поскольку я понимала, что, блин, со двора я не смогу больше таскать, мне это будет очень тяжело. Это было гениальным решением, если честно, потому что я сэкономила силы, время, да, и плюс эти дрова благополучно высохли, находясь в доме. Они были отсыревшие, поскольку шли уже дожди, несмотря на то, что их накрывала пленкой, все равно как-то туда попадала вода, они вспревали от паров, от влаги. И вот в ноябре уже первый снег полетел. То есть время летело просто незаметно, получается. Еще важным таким событием в этом году для меня стало мое решение о том, что я
заведу канал на "Ютубе" и буду туда загружать все видео, которые я загружала до этого на "Яндекс.Дзен". Знаете, как я сюда стала приезжать с июля месяца, да, я стала снимать по одному видео в неделю. То есть, а, для того, чтобы показать, друзьям, своей маме, как я здесь обустраиваюсь, я снимала видео о тех событиях, которые у меня накопились за неделю. В общем, у меня получалось одно видео в неделю, да. Где-то по выходным я находила время монтировать все, что кусочками наснимала за неделю. И так у меня потихоньку, немного накопилось, видео на "Яндекс.Дзене". И вот в октябре месяце этого года, да, я, принимаю решение о том, что я буду загружать видео на YouTube. Переносить все, что у меня на "Дзене", буду на YouTube. Я не знаю, почему мне пришла эта идея в голову. Мама подруги, тетя Света, она, тоже хотела посмотреть, как я обустраиваюсь, но, к сожалению, она плохо понимает, как устроен интернет. Она не могла зайти в "Яндекс.Дзен" и посмотреть видео. И она попросила, чтобы я стала заливать эти видео на YouTube. Я сначала, когда услышала вот это предложение, я подумала: "Да ну, блин, зачем я буду на этот YouTube еще заливать? Там никакой монетизации нет". Дело в том, что на "Дзене" у меня монетизация стоит, видеороликов, а YouTube я считала для себя каким-то бесполезным. И на тот момент я думала, что он закроется так же, как "Инстаграм", и с опаской к нему относилась, не понимая, как все это устроено. Все таки в октябре я подумала: а почему бы мне все таки не залить? Это будет как бы запасная площадка, где я буду хранить свои видео. На тот момент я даже не думала, что эти видео начнут залетать в рекомендации, и на меня начнут подписываться очень много людей. Я разместила первых 2 видео и просто забыла о них. И вот я однажды утром просыпаюсь и вижу, что захожу на свой аккаунт на "Ютубе", чтобы там что-то поправить, и вижу, что там много тысяч просмотров, сотни комментариев. Откуда-то там 2500 подписчиков, и я просто офигеваю. Через сутки эти 2500 подписчиков выросли до 5000, а через неделю их уже было 10 000. И я поняла, что, ну, всё-таки я не зря завела аккаунт на "Ютубе". И вот получается, октябрь месяц для меня у меня добавилась еще одна, скажем так, забота о том, что, о том, чтобы выгружать ролики с Дзена на YouTube и снимать параллельно для "Ютуба", даже не по одному, а по 2 видео в неделю. Для меня это оказалось очень тяжелым испытанием, поскольку у меня и так было мало времени, да, на обустройство дома, участка, даже на элементарное поддержание каких-то бытовых дел. А тут еще добавилась съемка видеороликов, забота о "Ютубе". Получается, знаете, так, как будто бы у меня появился тамагочи, который нужно было постоянно кормить. Плюс еще тут у меня Буся 6 октября рожает котят, и у меня появляется еще дополнительная забота о котятах. Плюс еще, наступают холода, уже в октябре стала падать температура, и в моем доме стали появляться грызуны активно. Кто-то из подписчиков на "Ютубе" написал, в комментариях, что: "Вот, Наташа, готовьтесь, сейчас будет холодать, и все мыши, которые живут на улице, поползут к вам в дом". Ну, я так посмеялась. Потом поползли не только мыши, но и даже, я вам показывала, крыса появилась, которую мне все-таки удалось победить, на минуточку. Об этом я рассказываю в своем телеграм-канале, как я справилась с этой крысой. Заходите, читайте в архиве. Так вот, вся вот эта забота о котятах, о "Ютубе", все на меня вот это свалилось просто и сожрало уйму времени. Было очень тяжело, если честно, не только физически уже, но и психологически выдерживать постоянно вот эту дерготню, потому что у меня было ощущение, что я разрываюсь на мелкие-мелкие кусочки. Одна часть меня делает одно дело, другая часть меня делает другое дело, параллельно я делаю что-то третье, где-то тут, а,
возникает какая-то возня с котятами, с мышами. Все на меня это свалилось в октябре, и было очень тяжело, если честно. И в ноябре месяце у меня появляется дополнительная забота. Мне начинают писать очень много рекламодателей, которые предлагают разместить рекламу на моем канале. Я, конечно, с одной стороны обрадовалась на то, что у меня появился какой-то дополнительный заработок, но с другой стороны, когда я уже втянулась во все это, стала снимать рекламу, а, это было еще дополнительной нагрузкой к тому, что я еще несла у себя на плечах, да. Забота о котятах, съемка видео, монтаж, согласование, рекламных роликов с рекламодателями, а, работа с договорами, с документами. Нужно было читать вот эти вот техзадания по рекламе, договора, разбираться вот во всех вот этих юридических тонкостях. А, в общем, было очень тяжело. Если честно, я в этот момент даже хотела бросить работу основную свою, потому что я уже стала не высыпаться, я перестала нормально есть, я даже элементарно не могла приготовить себе банальную какую-то яичницу, потому что у меня просто не хватало на это времени. М, Вечером я просто ложилась на кровать и отключалась полностью. У меня даже не было сил ни на что. Просто банально, да. То есть октябрь и ноябрь, и декабрь, в том числе месяц, для меня стали настоящим испытанием. Вишенка на торте. В свой день рождения заболела, и у меня была температура 38,5, и никто из родственников не мог приехать, помочь мне как-то, потому что все тоже болели. А, в общем, было очень тяжело. 3 последних месяца этого года были настоящим испытанием. Но по итогу все уже мы подошли к завершению этого года, да. А, вот так я прожила этот год. Значит, подведу итоги, да, о том, что со мной произошло в этом 2023 году. Какие положительные моменты со мной случились в этом году? Ну, конечно же, самым важным для меня была покупка дома. В этом году покупка дома и переезд стали апогеем всех событий, которые со мной происходили. Вот это вот, второй момент — это адаптация к новой жизни, к новому месту жительства. Это тоже серьезное испытание для меня. Третий, самый, яркий такой момент, который со мной случился в этом году — это неожиданно взлетевший YouTube. Взлетевший, как это я сказала? Странно как-то. Как-то это странно звучит, взлетевший YouTube. Ну, короче, это для меня тоже яркое событие, когда у меня появилось очень много подписчиков. На минуточку, когда я снимала для Яндекс.Дзена, у меня было всего лишь 300 подписчиков. Когда я пришла на YouTube, моя аудитория стала расти с геометрической прогрессией. И на текущий момент уже у меня 23 тысячи подписчиков с лишним. Я извиняюсь, у меня тут бегают котята, они очень сильно шумят. И о чем я хочу сказать, да, вот эти яркие события: покупка дома, переезд, адаптация к новому месту жительства, блог, который очень сильно вырос, для меня стали самыми яркими событиями в этом году. И, конечно же, это отразилось на моем эмоциональном, психологическом и физическом состоянии. Конечно же, где-то даже у меня здоровье пошатнулось в этом плане, учитывая то, что с этим я справлялась одна. И вот знаете, о чем я еще хотела рассказать? Это о блогерстве. Все прелести блогерской жизни я также познала в этом году. Сначала, знаете, это была такая некая эйфория от такой неожиданной популярности, которая на меня свалилась. Ам, Была, конечно же, радость, восторг. Я даже в каких-то моментах растрогалась и плакала. Для меня также было приятно узнать то, что есть очень много людей, которые находятся в резонансе со мной,
ценности которых совпадают с моими ценностями. Я узнала то, что есть очень много людей, которые, оказывается, поддерживают меня. Знаете, такой поддержки у меня не было даже в моем близком окружении. Вот в покупке дома, вот в этой всей идее купить дом, переехать в деревню, у меня даже в близком окружении не было поддержки. Ну, конечно, там было какие-то поверхностные моменты, где-то мне там какие-то друзья говорили, ой, какая я молодец, но все равно это было, знаете, так как-то мне не сильно это придавало уверенности, скажем так. Мои котята начали играть, и они решили разнести всю комнату мне. Короче, вот эта эйфория прошла тогда, когда я стала читать не только восхищенные комментарии, поддержку людей стала получать, но и когда я столкнулась с таким же массовым хейтом. Плюс еще, когда я стала снимать рекламу, это стало для меня дополнительной нагрузкой, и физически, и морально, психологически мне стало еще тяжелее. И, как оказалось, блог — это не только возможность себя как-то творчески проявить, реализовать себя, как-то удовлетворить, свои какие-то творческие порывы, но и также я узнала, что блог — это огромный труд. Чтобы вести блог, необходима очень сильная и серьезная психологическая выдержка. Физически тоже нужно быть сильной. Не в том плане, что снимать видео очень тяжело, а действительно морально в каких-то моментах видео действительно снимать было тяжело, поскольку, например, у меня падало вдохновение, мне не хотелось ничего снимать, но тем не временем я понимала, что вот там где-то сидят люди, которые ждут от меня очередного видео, которые пишут комментарии и поддерживают меня, и это меня как бы мотивировало на то, чтобы снимать, несмотря на то, что я устала, несмотря на то, что у меня закончилось вдохновение и так далее. В общем, блог — это огромный труд, и физически, и морально, и психологически нужно быть готовым к разным моментам очень неприятным. Вы знаете, когда у меня выросла аудитория, я для себя наконец-таки поняла и в полной мере, скажем так, ощутила, что такое быть инфлюенсером. А, что это огромная ответственность за то, что ты говоришь, за то, что ты несешь в мир, поскольку тебя смотрит очень много людей, что быть блогером — это не просто как-то творчески проявляться, что это огромная ответственность, и что это не просто ты вот снял видео, показал там своим друзьям, родственникам и своим 300 подписчикам, с которыми поговорил по душам, как с друзьями, да, и все на этом. Я поняла, что меня могут смотреть абсолютно разные люди с разными мыслями, эмоциями относительно меня и того, что я делаю. В общем, это психологически и морально тяжело быть инфлюенсером. И знаете, вот когда я погрузилась во всю эту историю, вот сейчас конец декабря 23 года, да, я неожиданно для себя словила себя на том, что я стала смотреть очень известных блогеров на Ютубе, у которых там по 6, по 8, по 10, по 18 миллионов подписчиков. Я стала изучать, как живут эти люди, как это вообще все происходит, вся вот эта вот кухня инфлюенсера, кухня блогера. М, я стала смотреть на их жизнь, поскольку я неожиданно для себя оказалась в их рядах. Для меня это произошло совершенно неожиданно, и как-то, я сейчас пытаюсь к этому адаптироваться вот в текущем моменте. И, конечно же, я смотрю всех этих известных людей, я смотрю, какая у них жизнь, как они живут, какие-то выуживаю оттуда лайфхаки от них, потому что одно дело, когда ты сидишь как просто зритель и смотришь на известного человека, публичного человека, да, который там что-то доносит с экрана для тебя,
А другое дело быть по ту сторону экрана, быть тем человеком, который что-то несет в мир. Другое дело, да, вариться во всем этом. И, знаете, изнанка вот этого блогерства, она не настолько романтизирована, как вот ее, наверное, романтизируют те люди, которые никогда не были блогерами, не знают, что такое быть инфлюенсером, у которых никогда не было много подписчиков и комментариев. И я сама была таким человеком до недавнего времени, то есть буквально 2 месяца или 3 месяца назад я даже не знала, что такое быть блогером. Ну, точнее, я вела свои соцсети, но они были как-то, знаете, для узких кругов. Хотя и в узких кругах я тоже имела какую-то свою популярность, но это отдельная история. Но, знаете, я что хочу сказать, что популярность в узких кругах и популярность для широкой аудитории это примерно одно и то же, просто масштабы разные, да. Везде одинаково есть хейтеры, люди, которые недовольны вами, и также есть люди, восхищающиеся вами, превозносящие вас. А, Есть люди, которые поддерживают вас. Ну, в общем, все примерно то же самое, просто в разных масштабах. И что я хочу сказать, чем больше этот масштаб, тем больше ответственность, тем больше какой-то моральной, психологической нагрузки и физической в том числе, да, потому что это уже получается как вторая работа. То есть, да, для меня это как вторая работа. Но, к сожалению, сейчас, я, ну, к сожалению, эта вторая работа, она пока не может заменить мне первую. Вот, я пока в этом только расту, и неизвестно, вырасту ли я до того момента, когда я смогу себе позволить заниматься только вот этим блогерством, да. И поэтому мне сейчас приходится сидеть на двух стульях, в буквальном смысле этого слова, что-то снимать, какие-то видео, и проявляться как-то творчески, делать то, что мне по душе, и параллельно еще заботиться о жизни текущей, да, о хлебе насущном, зарабатывать на корм кошкам и на еду себе, да. Да, это то, что я хотела сказать о последнем самом ярком событии, в этом году в моей жизни. А, что я хочу пожелать всем тем людям, которые меня смотрят, ам, завершая этот год. Я хочу вам сказать, что первый самый важный момент: если вы чего-то очень сильно хотите, то начинайте уже сейчас готовиться к тому, что вот это произойдет. Даже несмотря на то, что это вам кажется нереальным, вам уже сейчас нужно к этому готовиться, да. Искать дом, если вы собираетесь покупать дом, даже несмотря на то, что у вас нет на руках денег на покупку этого дома, да, нужно его сейчас уже искать. Почему? Потому что тогда, когда вдруг они у вас появятся, вы уже будете готовы к этой покупке и сэкономите себе просто массу времени и быстрее купите. Да. Ну, всякое в жизни бывает. Почему бы и не подготовиться к тому, что может случиться, возможно, как случилось со мной неожиданно. А, это ш это также касается и блогерства, да. Когда вы, а, что-то пишете в своих соцсетях, записываете какие-то видео, то не записывайте их с мыслью о том, что вас посмотрят только 2 человека, и то, может быть, те даже не посмотрят. Всегда держите в голове то, что вы выгружаете в интернет, то, что вы выгружаете в сеть. Это могут увидеть тысячи, десятки тысяч и даже, может быть, миллионы людей, спустя какое-то время. Всегда держите это в голове. А, Это, знаете, очень важно. Почему? Потому что это огромная ответственность. Почему это ответственность? Вы, наверное, поймете тогда, когда вы окажетесь на моем месте. Я не знаю, как это объяснить. А, Может быть, о каких-то моментах, своей блогерской жизни, о кухне блогерской жизни я буду рассказывать, может быть, в каком-то закрытом телеграм-чате со временем, может быть, не знаю. Это мне просто так идея в голову пришла. А может быть, я не буду рассказывать.
Может быть, я буду рассказывать это только на кухне своим друзьям. Не исключено, что будет только так. Что еще я хочу пожелать вам? Никогда не отказывайтесь от веры в себя, в свои возможности, в свои способности. Никогда не принижайте себя в каких-то моментах, да. Всегда верьте в то, что с вами может случиться все что угодно. И это может случиться совершенно неожиданно. А, и всегда будьте готовы к этой неожиданности. И знаете, как, мудрецы говорят: "Бойтесь желаний ваших". Так вот, не зря они говорят о том, что нужно бояться своих желаний. Почему? Потому что у них есть свойство сбываться, а когда они сбываются, не все люди готовы к тому, что они сбудутся. Так вот, лучше вам перестраховаться и подготовиться к сбыче своих желаний, чем потом офигевать от того, что они сбылись, и не знать, что делать, сидеть в растерянности, узнавать много интересных вещей о том, что вот оно сбылось желание, а что с ним делать, да. В общем, будьте всегда готовы к любым событиям в вашей жизни, всегда верьте в себя, доверяйте себе, своим чувствам, своему сердцу, никогда не сомневайтесь в себе. Вот. Я, между прочим, такой человек очень мнительный, и я всегда была склонна излишне критиковать себя. Мне очень было всегда сложно поверить в себя. И, но в какой-то момент я просто себя взяла в руки, да, и стала просто что-то делать для того, чтобы исполнилась моя мечта. А, я просто приняла тот путь, который мне нужно пройти от точки А до точки Б к моменту исполнения своего желания. Я просто приняла этот путь, и я шаг за шагом каждый день что-то делала для этого, не ожидая того, что вот это должно случиться здесь, сейчас, и не минуты раньше, и не минуты позже, да. То есть я как бы приняла путь к своей мечте, и я просто шла к нему. Поскольку это новогодний выпуск, я здесь рассказала о событиях своей жизни всего лишь за 2023 год, за 1 год. Но до этого я тоже как бы, шла этот путь, да. Это не только в этом году. Я вот как-то раз у меня что-то переключилось, и я вдруг пошла, да. То есть до этого у меня тоже была какая-то своего рода моральная, психологическая, эмоциональная подготовка. Мысли как-то свои я корректировала, училась верить в себя, свои возможности. Где-то со слезами на глазах мне приходилось, какие-то очень тяжелые моменты преодолевать в своей жизни, но тем не менее я пришла к тому, к чему я сейчас, пришла, да. Вы знаете, у меня всегда еще была одна мечта. Не просто купить дом в деревне и жить в нем, у меня также была мечта встретить Новый год в своем доме. И вот она сейчас, сбывается. Сбывается еще одна мечта. Встреча Нового года в своем доме. У меня, знаете, такая возникла тихая радость от того, что происходит сейчас, да. Тихая радость — это когда вы находитесь не в эйфории от чего-то, а наоборот, когда вы, знаете, в таком ровном эмоциональном состоянии находитесь, но и в то же время благодушном. То есть у вас нет каких-то резких скачков к эйфории, к какому-то восхищению или, нету резкого скачка к депрессии какой-то, а вот вы находитесь в ровном таком эмоциональном состоянии, и это такое благостное состояние, знаете, какой-то гармонии, какой-то душевной теплоты, вот понимание того, что все на своих местах. Вы не жалеете о прошлом, не переживаете о будущем. Вы просто находитесь в настоящем моменте, и от этого вам приятно. Вот это я бы назвала тихой радостью. Это то, что я хотела бы вам пожелать, да, в конце этого года. Еще я для новогоднего настроения сорвала вот такой вот веник, букетик у елочки. Пару-тройку веточек сорвала. Она мне дала.
Здесь у нее, видите, снизу ветки уже сохнут потихоньку. И я вот снизу ней немножко взяла для новогоднего настроения. Сейчас пойду домой их ставить в вазу. Ну вот, поставила в вазу эту веточку елочную. Вон там у меня мандаринки, апельсинки, ананасы, прям в тему. Даже не знаю, украшать вообще ее не хочется никак. Она и так сама по себе прекрасна. Не буду на нее ничего вешать, она и так огромная. И у меня теперь настоящий Новый год, как в детстве. Сейчас она еще согреется у меня, и будет просто обалденный запах от нее. Вот. И также я хотела бы еще раз поблагодарить всех тех людей, которые на меня подписались, которые поддерживают меня в моем, скажем так, нелегком пути, потому что это не конечный пункт, к которому я пришла, да, это все еще путь, потому что мне еще предстоит как-то благоустраивать этот дом, доводить его до ума. Доводить до ума предстоит мой участок, и на это потребуется много времени. И пока я занимаюсь всем этим одна, конечно же, для меня это непросто, и я благодарна вам за всю ту поддержку, которую вы мне оказываете. Я очень благодарна всем этим людям, которые меня поддерживают, которые пишут мне приятные слова в комментариях. Безмерная вам благодарность. Вы не представляете, насколько вы мне вот этим помогаете. Мне также приятно общаться с теми людьми, которые знают, что такое личные границы, у которых есть чувство такта, которые относятся с пониманием к тому, что я делаю, которые даже, может быть, кто-то был на моем месте, пережил такой же опыт. И это для меня очень ценно. Вы не поверите, насколько ценно получать какие-то поддерживающие комментарии от людей, которые прожили такой же опыт, как в котором я сейчас нахожусь. Да. За все за это вам преогромная благодарность. Не устану вас за это благодарить. Я надеюсь, что мой блог, мои видео станут также вдохновением для вас, что мои видео помогут вам в чем-то, помогут принять какие-то важные решения, помогут узнать какую-то интересную информацию. Я буду также рада увидеть в комментариях ваши вопросы о том, что бы вы хотели увидеть в моих видео. Обязательно напишите, что вы хотите видеть в моих видео. Возможно, я возьму какие-то идеи и по следам ваших комментариев запишу какое-нибудь интересное видео, запишу для вас действительно что-то интересное, то, о чем вы хотите узнать. Вот. Ну, на этом, пожалуй, все. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, со всеми наступающими праздниками. Пусть все хорошее, что у вас произошло в этом году, увеличится во много крат в следующем. И пусть все, что не сбылось в этом году, обязательно исполнится в следующем. Пусть у вас в жизни появится все необходимое для осуществления вашей мечты. В общем, благодарю всех за внимание. Желаю тепла и уюта вашему дому. Пока-пока. There's a million faces smiling in the streets, and a quiet hum sing winter melodies. Seems funny how the season brings the tear, and I'm longing for the snow to disappear. Вы посмотрите только на это. I close my eyes now, Она shout не all the появилась на world камеру. out, just you Кто and подписан на me. кто подписан на мой I give телеграм-канал, all the snow наверняка and уже sleigh видели bells, all the некоторые Christmas фотокарточки lights. с I фотосессии give all the нашей Наби. golden mistletoe, all the cozy nights. I give all the love this time of year, all that festive cheer. I'd give anything this Christmas.